Всем привет! Hard-use тестирование чемпиона и лучшего, на мой взгляд, на данный момент из китайских ножей Ganzo G704. Огромную благодарность я выражаю сайту фонарик.com за то, что они предоставили этот нож для тестов. Нож абсолютно новый. Я думаю, многим уже давно хотелось посмотреть, на что же он способен. Проверим заточку из коробки. Режет паракорд продавливанием. Переходим к тестированию режущей кромки. Кабель. Я бы не сказал, что супер легко он резал этот кабель, но в принципе каких-то особых проблем не было. Дальше открывание банки. Ну что ж, баночку он открыл довольно легко. На режущей кромке можно наблюдать некоторое затупление. Ни одного замина или скола, ничего. Легкое затупление. Начало отсвечивать свет. Строгание алюминия. Ну что ж, довольно неплохо вгрызается, рукоять очень хорошо проявляет себя в этой работе, ничего не наминает здесь. Вот можно видеть стружечку, которую он снимает. На режущей кромке каких-то дополнительных повреждений не появилось, ни заминов, ни сколов. Ну, нож безусловно затупился, но все равно до сих пор некоторыми частями, кончиком, например, режет паракорд, вот этой частью уже нет. Здесь уже не продавливает. Но на кончике острота очень хорошая до сих пор. Ну что ж, переходим к тестированию замка. 5 ударов обухом.
На 5-й удар нож сложился. Но как бы люфтов нет. Нож немножко прорезал перчатку. Пять ударов передней частью. Вот отметины, которые остались от ударов. Теперь передней частью. Появился небольшой люфт. Небольшой люфт можно услышать. Вертикальный. Горизонтального практически нет люфта. Да. Но выдержал он первые удары очень неплохо. Дальше тестируем кончик. Оцинкованный металл 0,8 мм. Кончик на самой-самой своей вершинке немножко потерял кусочек. Это даже трудно увидеть, но при ближайшем рассмотрении заметно. Один миллиметр. После 1-миллиметрового металла ухудшение не наступило. То есть все осталось точно так же. Кончик целый. Идем дальше. 1 миллиметр. Два отверстия вот этих вот проделаны кончиком. Можно видеть небольшое повреждение вот тут вот на режущей кромке. Она так замялась, можно сказать, даже скололась. Сейчас вот уже я пальцем потрогал небольшой скол возле кончика. Но это случилось на втором пробивании нержавейки. Обычно я как бы складнями пробиваю только один раз. Ну что ж, теперь поковыряем деревяху. Одену все-таки очки. Вот какие куски он вырывает.
Есть отверстие проделано. Кончик удивил в некоторых моментах. В некоторых моментах я думал, что все, ему уже конец. Но красава, все выдержал. Даже не погнулся, я, наверное, скажу. Дальше у нас рубка. Жаль, что отверстия под темляк на этом ноже нету. Мне нечем будет зацепиться, но порублю как есть. Ну что ж, неплохо. Неплохо. Конструкция. Вот этот люфт поперечный до сих пор здесь есть. Ну как-то, мне даже кажется, крепче стал держать замок, что ли. Не. Все равно складывается, видимо, все-таки что-то здесь деформировалось после удара. Ну и последний тест. Батонинг.
Ну что ж, мне кажется, достаточно. Очень и очень впечатляющий результат в целом. Теперь посмотрим на этот нож. Не, давайте проверим остаточную остроту. На весу режет паракорд. Продавливанием тоже режет. Ну, некоторыми местами подрезает, некоторыми нет. Но видно, что режущая кромка очень даже живая. Не зря это король китайских ножей. Теперь посмотрим на него в макро. Сначала посмотрим на клинок. Вот наша режущая кромка с ее затуплением. Можно видеть такое ровное затупление и отсвечивание света. Скол у нас здесь есть. И вот он недалеко от кончика. Этот скол произошел при пробивании нержавеющей стали 1-миллиметровой второй раз. То есть кончик входил нормально, но потом режущая кромка, когда она прорезала эту сталь, она, конечно, подвергалась бешеным нагрузкам. Замочек на втулке, можно видеть следы ударов, которые к ней передавались от ударов обухом. И под конец замок не выдержал. Но нужно отметить все-таки то, что выдержал он до этого гораздо больше, чем некоторые очень дорогие и крутые бренды. С рукоятью все в порядке. Люфт вертикальный и горизонтальный. Но в целом впечатлил, хотя лично я от него и ожидал чего-то похожего, потому что я очень хорошо знаком с этим ножом. Я знаю, на что он способен. Все, пойду приводить его в порядок, разберу, посмотрю, что происходит. Нож полностью разобран, и давайте, как говорится, рассмотрим его изнутри. Немного возвращаясь к клиночку, хочу отметить то, что обработка или покрытие этого клинка, не знаю, как правильно сказать, выдержали все тесты просто отлично. Здесь осталось буквально несколько небольших отметин и все. Кроме того, вся грязь смылась с этого клинка очень легко. Сразу должен отметить, что все винты этого ножа были посажены на фиксатор, и осевой узел, и вот эти вот маленькие винтики, которые крепят рукоять, все было на фиксаторе. Это радует. Кроме того, по сравнению со старыми версиями, сейчас вот отверстия под клипсу они стали просверливать и в лайнерах. Но кроме этого, в самих накладках G10 появились вот такие вот металлические вставки. То есть здесь сам G10 также гораздо более усилен по сравнению с тем, что было изначально. Это вот мне очень понравилось. Здесь в этих втулочках нарезана резьба внутри. Все четко.
Шайбы на ноже второпластовые. Лайнеры имеют, ну, видно, что изначально на них был такой грубый stonewash. Вот как здесь. Но вот эта вот часть, в которой просверлены все отверстия, она потом каким-то образом шлифовалась. То есть стоунвоша здесь нету. Видно, что стоунвош доходит до сюда, и потом идет вот здесь какая-то шлифовка, притирка. Вот так вот это выглядит. Вообще, как бы разобрав этот нож, я, ну, честно говоря, не увидел каких-то бешеных повреждений. То есть и тут, и там есть некоторые отметины, следы того, что нож выдержал серьезнейшие испытания. Вот здесь вот на втулке аксиса можно видеть вот эти вот отметины от клинка. Безусловно, все вот эти удары обухом, батонинг, все это оставило свои следы, но сама втулка абсолютно ровная, ее не повело, не погнуло, ничего. На осевой втулке тоже без каких-то особых приключений, да, то есть от клинка остались такие вот небольшие ступенечки, которые можно ногтем почувствовать. Вот это вот звук. Но так она абсолютно целая, довольно мощная втулочка. И на лайнерах, вспоминаем быстренько Benchmade Adamas, на лайнерах вот тут вот, обратите внимание, вот эту вот деформацию здесь. Небольшая деформация есть. Опять же, она не такая большая, как на Адамасе, но она там появилась. Ее можно видеть. И на одном, и на втором лайнере. Возможно, это то, что повлияло на то, что нож стал складываться после нескольких ударов. Возможно, как бы, ну, я склонен считать, что к складыванию ножа привела общая такая вот разболтанность конструкции. И то, что здесь немножко продавило лайнер, ну и то, что винтики стали немножко ослабляться, как бы появились кое-какие люфты. Вот упорная втулка, например, тоже получила очень серьезную отметину от клинка. Здесь вот можно видеть. Вот какие-то как бы допуски стали появляться во всей конструкции ножа, и в целом это дало ту ситуацию, что замок сложился. Но сейчас вот просто почистив этот нож, я вижу, что мне на самом деле ничего не надо здесь ни чинить, ни думать, что мне нужно заменить и так далее. То есть я просто сейчас соберу его и все, и мне останется только вот заточить клиночек, убрать вот этот вот скол. Все, пока. Вот так вот нож выглядит теперь. Режущую кромочку я перетачивал вручную на водниках. Сохранил примерно тот же угол, что был из коробки. Скол в районе кончика исправился очень легко, без малейших проблем. Появился микровертикальный люфт, так как все-таки определенная деформация на лайнерах случилась, то ну, отсюда можно выдавить какой-то микролюфт, но его даже не будет слышно. То есть я могу только это почувствовать. А вообще, глядя на этот нож, я вот в первый раз столкнулся с таким вот, ну, после всех тестов, которые я сделал, это первый раз, что, глядя на нож, я понимаю, что в жизни даже нельзя сказать, через что он прошел.
То есть у него состояние просто идеальное. Клин летает. Люфт, ну, совершенно незначительный. Это даже несерьезно об этом говорить. Никаких повреждений на клинке. Просто идеальное состояние. Я очень доволен тем, как показал себе этот нож. И на данный момент, ну, кроме какой-то похвалы, мне абсолютно нечего сказать. Просто только хорошие впечатления. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.